В общем, ребята, сегодня реально очень сильная жара, 25 градусов, но я думаю, на солнышке еще больше. И в эту погоду я решила выбраться погулять, потому что до этого были дожди, и было немножко прохладно, а мне не очень комфортно гулять, когда прохладно. Вот. И сейчас мы идем в кафе. Он называется Taehyung кафе. Это значит, что это большое кафе, там очень много пространства. И я хочу вам показать тренд корейский, потому что Корея сама по себе маленькая, но она создает такие большие пространства для отдыха, для работы какой-то, да. Вот. И сейчас реально в Корее очень много таких Taehyung кафе. Сейчас мы с вами посмотрим один из них. Это самый ближайший от моего дома. Я добиралась сегодня на автобусе, потому что у нас сел аккумулятор на машине. Вот. Добираться, конечно, самой не очень удобно, но плюс в том, что можно прогуляться и размять косточки, не сидеть дома, потому что я, когда идет дождь, я обычно сижу дома. Вот. Сейчас мы идем по дороге, и скоро будет речка. Я хочу прогуляться по речке. Знаете, я еще думаю, что пришла пора одевать шлепанцы. Да, пора выходить из кроссовок и одевать шлепанцы. Шлепанцы в Корее это особый тренд. В шлепанцах ходят даже зимой. Вот тут какой-то маркет есть. Вон, смотрите. Тут так дешево. Слушайте. Почему так дешево? 10 штук за 1000. Я что-то не верю. Что как дешево. Очень дешево. Ну, все остальное, в принципе, как и везде. Странно. 10 штук за почти $2. Вы что, смеетесь? Кстати, да, сейчас будет спрос на мороженое. В Корее очень вкусное мороженое. Разных вкусов. И обычное эскимо, и со всякими вкусами, и ледяные такие, как сок. Как они называются, забыла. И чисто корейские. Вон, видите, рыбка нарисована. Чисто корейские. Со вкусом красных бобов сладких. Когда у тебя нет машины, тебе приходится ходить вот в таких окопах. Посмотрите. Из-за того, что здесь ездит электричка, ну, метро типа, вон он едет, мне приходится ходить по таким вот лестницам, подниматься. Вон электричка. Корейское метро. Из-за того, что очень жарко, хочется пить. Сейчас не только айскрим не помешал бы, но и кофе. Какой-нибудь прохладительный напиток. Ну, в принципе, куда мы идем, в кафе там будет очень много всего. Можно, кстати, и загореть еще за сегодня. Хоть я и одета не по праздничному. Кстати, вон, посмотрите, цветы азалия. Красивые какие. Сейчас идет, как это называется, сезон азалий. Да. Очень красиво цветут разными цветами. И вот эти вот корейские беседки, шапочки тоже очень прикольные. Все уже у нас расцвело, все деревья. Из-за этих дорог, то, что я не на машине, нужно все обходить, какие-то туннели, дороги. Поднимаешься по лестницам, по эскалаторам. Короче, пешком ходить реально не очень удобно. Еще я такой путь выбрала
не очень удобный, не очень подходящий для меня. Ну, наконец-то я пришла к речке, как я и говорила. Посмотрите, тут какая просто дорожная развязка. Тут какая-то трасса. Кстати, трассы закрываются вот такими вот. Вот такой вот большой забор, или что это? Стена. Вот такая стена. Специально, чтобы было комфортно проживающим вблизи этой дороги. А там вот у нас дальше речка. Смотрите, какая красота. Ветерок дует. Ребята, посмотрите, там сколько азалии. Какая там красота. И сиреневая, и белая цветет. Вот это да. Но только туда никак не проберешься. Там чисто трасса. Машины ездят. А здесь, смотрите, туалет. Идешь такой, идешь в туалет. То есть не обосикаетесь. Можно, кстати, еще позаниматься спортом. Вообще запросто. Деды всякие, бабули тут занимаются. Но на улице, конечно, это жесть заниматься в такую жару. Я все-таки предпочитаю ходить в зал, когда работает кондиционер, чтобы не упасть в обморок. В общем, оказывается, мне идти полчаса до этого кафе. А я прошла столько, вот столечко. У меня уже лицо красное, я вспотела. Короче, буду слушать музыку и потихоньку как-то идти к своей цели. Время 3 часа. Нам надо успеть еще забрать ребеныша с садика. Поэтому надо как-то уложиться. Все, ребят, увидимся в кафе. В этом кафе очень много товаров продавали с личным брендом, как в Старбаксе, например. И также очень много было выбора хлеба и всяких десертов. Цены, конечно, в этом заведении были немножко завышенные, особенно на напитки. Например, обычное кофе там стоило $4,
И какой-то там лимонад стоил $7. То есть я считаю, это очень дорого. Я, например, заказала себе апельсиновый сок. Там был апельсин, грейпфрут и лимон. То есть 3 в одном. Он стоил 7500 вон. Также взяла булочку. Сейчас она будет скоро за витриной. Она стоила 6000 вон. Все про все у меня вышло 13,5. Также мне понравились кейки, то есть десерты вот такие вот сладкие. Но они мне показались немножко дорогими. Вот я вот взяла лимонный кранч, который с сердечком, с лимонным вкусом. Там внутри еще был крем, тоже лимонного вкуса. А вот так вот выглядит само кафе. Это на первом этаже. Посередине такой релакс, как фонтанчик, что ли, водичка. Это мой заказ. Съела я буквально все за 5 минут, наверное. Вот этот cold brew, это мне дали в подарок бесплатно. Холодный кофе. Попью его дома. Надеюсь, что он вкусный. В общем, какой я вывод сделала об этом кафе? Я сейчас поела, заказала на $13. Это вышло немножко дорого. Дороговатое кафе. Заказала я джус, orange juice. Там был микс лимон, грейпфрут и апельсин. Стоил он 7, по-моему, с половиной. И пироженка, лимонная такая пироженка небольшая, стоила... В общем, для меня это кафе показалось дорогим, несмотря на то, что оно большое, и туда приходит очень много людей, тратит очень много денег. Я не понимаю, почему такая причина повышенных цен. Например, в Мега Кофе можно спокойно перекусить и выпить какой-нибудь напиток за $5-6. А тут, наверное, из-за того, что какое-то оно популярное, американское, из-за этого, наверное. Знаете, это то же самое, что Blue Bottle, американская фирма кофе, бренд кофеин. Вот она появилась недавно в Корее. Ну как недавно? Сравнительно год, может, не год, больше года, 2 года где-то прошло с первого появления. Так вот, вот эта вот сеть американская, у них тоже получается завышенные цены из-за того, что это бренд, как в принципе и Starbucks, то же самое. Вот. Я думаю, что это что-то одно и то же. Называлось это заведение Ink Coffee. Там прям было написано Ink. Ink это, по-моему, чернила переводится. Вот. И там, кстати, очень много брендированных вещей. Можно было купить и кофе, и всякие там бутылочки, стаканчики, много вещей, даже зонтик там я видела. Вот. Ну, короче, бренд такой, сам по себе дорогой. Советую, не советую, ну, на один раз, в принципе, пойдет. Встретиться с друзьями, можно сходить. Но чтобы так ходить прям постоянно, если бы я работала, допустим, недалеко и хотела бы купить кофе,
Я бы навряд ли пошла в это заведение. Я бы пошла в менее дорогое. Или вообще в Сию какую-нибудь пошла. Купила бы что-нибудь вкусненького. Вот так вот, ребятки. На этом у нас прогулка подошла к концу. Сейчас я еду за ребенышем. Он в садике, надо его забирать. Вот. Прогуляемся, наверное, еще с ним по парку. И домой ужинать. Всем пока-пока. Надеюсь, было интересно. Подписка с вас и лайк. Так, что-то у меня ноги так устали. Уже и живот выпирает. Тяжело. Ох, тяжело беременной быть.